Привет, ребята! Вы меня спрашивали про путь Святого Якова, так что я решил сделать видео и вам рассказать об этом. Вот, поехали! Вот, во-первых, кто это такой Яков и почему у него есть свой путь, да? Яков – это апостол, он один из самых главных апостолов Христоса, вот так, поэтому он важный. В 9 веке испанский король. Конечно, в 9 веке Испания не была вообще как сегодня. Вот там практически везде в Испании были мусульмане, и вот просто на севере Испании были такие католические короли. А вот в 9 веке король, он нашел могилу его, вот Якова. А конечно, после этого можно сказать, что начинался такой путь быть известным. А вот я объясняю, что это такой путь. Вот это такое паломничество для паломников. Почему ходили, да, в Сантьяго? Как я сказал, Сантьяго, эта могила находится в соборе Сантьяго де Компостела. Вот это Сантьяго де Компостела, город на севере Испании, в Галисия, вот так. Почему такие паломники ходили, да? Я объясняю почему. Это для снисхождения. Вот грехи, которые у них были, это типа, как сказать, это делаешь вот эту, и получается, как типа ты, как сказать, все грехи, которые ты сделал, не будут. По-простому скажу немножко. Постираешь как свою душу, вот так. Из-за этого был такой путь. Вот так когда-то в 9 веке начинался. И, конечно, это такая историческая традиция, католическая традиция. Это немножко, конечно, католическая была. Но сегодня это не просто, скажем, не просто такая. Это тоже такой культурный путь, который не только паломники делают, конечно. Такой путь, в принципе, ты начинаешь такой путь из дома, вот так, где ты живешь, а ты идешь пешком, это важно, пешком в Сантьяго. Конечно, например, если ты живешь здесь, как я живу здесь в Бильбао, получается, что практически 500 километров в Сантьяго. И обычно, конечно, можно начинать, если ты живешь во Франции, ты там во Франции начинаешь. Если ты живешь в Англии, ты там в Англии начинаешь. Если ты живешь в Италии, ты в Италии начинаешь. Я не знаю, если люди из России начинают, но, наверное, да. А, конечно, то, что надо гулять или надо ходить каждый день, это между 20 и 30 километров. Вот так. Если ты начинаешь отсюда, из Бильбао, получается где-то 20-25 дней это делать. А вот у него такой путь, есть тоже разные пути. Но, наверное, самый известный это французский путь, так называется. Он идет на севере Испании. Но есть такие, конечно, есть другие пути. Тоже есть такой, который идет около моря. Тоже, конечно, это зависит от того, где ты живешь, да, конечно. Если ты живешь в Барселоне, ты там начинаешь, и потом ты идешь в пути, конечно, наверное, ты решаешь, что французский путь, ну, как-нибудь идешь сюда и продолжаешь, да. Конечно, есть тоже южный путь, потому что ты можешь начинать на юге Испании, наверное, на Лиссабоне, наверное, начинать в Мадриде тоже. И символ есть, конечно, для ходящих, да. Конечно, ходящих, у них есть такая ракушка. Эта ракушка, это символ. И тоже символ это крест. Крест Якова, конечно. Когда ты видишь такие ходящие, они обычно, конечно, с рюкзаком идут. И у них всегда есть такая ракушка. Так что ты прямо видишь, что они это делают. Ну, если
ты думаешь, что они, наверное, в гору идут. Если ты видишь ракушку, например, здесь в Бильбао, это уже далеко из Сантьяго, но вот они путь делают. И тоже, как я сказал, это больше была историческая традиция давно, но сегодня можно сказать, что вот такая культурная штука, да? А вот сегодня я знаю, что есть паспорт и сертификат. Вот, да, вот объясняю. Я думаю, что паспорт, тебе поставят печатки, где ты спишь. И обычно, я знаю, что люди спят у сестры такие, в монастыре. Или тоже, конечно, есть отели, конечно. Ну, они обычно... Это не с деньгами, понимаете? Это больше как такая штука, где обычно не будут такие симпатичные отели. Это не будут как такие каникулы, где ты отдыхаешь на море и так далее. Это другая вещь просто. А вот тоже, конечно, ты получишь такой паспорт, там печатки, где ты спал, и потом ты, конечно, видишь, как долго ты ходил и так далее, да? И тоже есть сертификат, как я сказал. Сертификат можно получить, если ты гуляешь больше, чем 100 километров. Я не уверен, но я думаю, что они тебе там дают, в Саворе, да, должна быть. На прошлом году были 350 тысяч ходящих людей, которые это делали. Но я думаю, что много кого они просто... У них все равно получить сертификат. Поэтому я даже думаю, что, наверное, были больше, чем такие 350 тысяч. А вот так, ребята, я надеюсь, что это была информативная, такая, наверное, интересная штука, которая, известная традиция, можно сказать, у нас. Вот, вы уже знаете, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока-пока, ребята.